Всем привет! Выход ремастера трилогии — это, естественно, шедевр, и игрокам будет очень интересно по существу оценить все изменения и новинки, даже те, которые могут быть незаметны каждому. Это видео будет о грамматических ошибках, которые есть во всех трех играх, но я в таких направлениях изучаю только San Andreas. Итак, представляю вам Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition. В доме у Сиджея можно найти журнал о самых продаваемых бомсах вместо домов. Там же есть и знакомая нам ранее опечатка Los Santos, но инструмент апскейла не смог разобрать слово San Fierro, потому написал нам San Rero. На первом этаже вместо секретов Лас-Вентураса можно прочитать про декреты. Магазин Racing Pit, который на ПК-версии стал Pacing It, в новом издании будет называться Posting It. А баннер магазина электроники вместо перепродажи техники предлагает нам Rescale, хотя есть и правильное написание в другом варианте текстуры. Will's Snack Shop предлагает нам Hamburguesas вместо правильного Hamburguesas. Ботаника Эль Буда пережила не только изменения в названии, но и назначение в принципе. Теперь это магазин одежды, в котором продают таурсерсы вместо брюк. В Max Max'е слово Aceptamos написано с ошибкой. Теперь оно звучит как Aceptantes. Блошиный рынок 98 центов снизил цену аж до 18 по причине того, что на оригинальной текстуре было легко спутать неполную цифру 9 с единицей. А растянутый магазин покемонов получил лишнюю букву в слове Тарьетас. Новый, хорошо читаемый адрес в Industries Company может нас удивить, так как это озеро действительно существует. В рекламе салона красоты Engie вместо нечитаемого мелкого текста можно прочитать Cutter and Tex. Название этой клиники разобрать было сложно, но теперь она называется Concare, а второе слово пишется правильно Comprehensive, а не Comprehensive. Ну и слово Central теперь Cineral. Специализация мастерской 100 White Anno теперь не Aluminum Anodizing, а Aluminum and Zinc. И кто его знает, что это за банда, в которую нас вежливо просит вступить какой-то тим. В Ля Кукараче слово Nuestra разобралось как Нубстра. Seguros de Auto теперь Securos, так как в этом шрифте буквы похожи, но все же прежняя надпись была правильной. Мексиканское блюдо Enchilada теперь Enchilao. Привыкайте. А мясная лавка Карницерия в восточном Лос-Сантосе будет Каррицерия. Nuevos Pasteles автоматический апскейл превратил в Nuteus Isteles. И бейкери теперь баннери. Раньше номер в мотеле можно было снять подневно и понедельно, но времена меняются, и теперь только понедельно, никак иначе.
А вот Automatic Trans теперь Automatic Tracks. Даже несмотря на то, что в другом месте есть правильный вариант этой же надписи, но он имеет больший размер, потому легче разобрался автоматикой увеличения качества. Реклама Garden Equipment почему-то была переписана на Green Restaurant, без всяческой смены старого логотипа. Мне сложно было прочитать оригинальный текст баннера по красочной студии, но теперь мы будем видеть явно иные обороты речи. Нужно смириться с новыми вариантами заправки автомобиля, ведь теперь вместо Unleaded будет написано Unloaded. Regular теперь Popular, а Supreme будет Supromo. Salvadorian Food теряет одну букву А и произносится как Salvadorian. Цены на просмотр фильмов для взрослых внезапно возросли, и теперь из-за опечатки вместо $6.95 нужно платить $36.95. А это, между прочим, более чем половина стоимости ремастера трилогии. Из алкоголя Genesee теперь Nevsessi, Президент Бренди теперь Identitente Бренди, а Seagulls Crown Royal теперь Rams Rams Crown Crown. Небольшая опечатка произошла в слове Fine Jewelry, и теперь там что-то вроде Джин или Джайн. Но ПК-бояре старого Сан-Андреаса, скорее всего, этого не заметят, потому что такой текстуры не было на ПК-версии вовсе. Хотя она по-прежнему встречается в файлах игры, и уж там все в порядке. Даже адрес этого места там настоящий. А в музыкальном магазине Gravy Train теперь внезапно начали продавать еду. Жить в Лос-Сантосе становится более удобно, но дорого. Потому что обещание о лучших ценах в Лос-Сантосе теперь завуалировано другим, менее понятным выражением. Реклама продажи огромнейшей площади теперь упоминает Lost Conversion вместо Loft Conversion. Вот пример того, как одна буква может изменить всю суть предложения. Там, где ранее предлагалось что-то другое, впредь будет маленькая рекламка Cindy Sacks. Именно Cindy. Помните, как на Алиэкспрессе иногда делают подделки известных брендов? На этой же телефонной будке можно узнать об услугах эскорта Oriental Ladyboy. Большой источник опечаток находится неподалеку от пирса пляжа Санта-Мария, где надписи на окнах были максимально упрощены. Но не стоит расстраиваться, просто улыбнитесь. И ставьте видео на паузу, если хотите увидеть полное сравнение текста. Произошло небольшое цензурирование названия магазина искусства хиппи. Наверное, чтобы не оскорблять ничьи чувства его присутствием в игре. А вот дом мертвого мексиканца так и оставили. Но из-за слабой разборчивости текста пришлось основательно изменить меню тех блюд, которые там предлагались. А вот тут случай, когда команда сама как бы нашла ошибку и решила ее исправить. Теперь кармелькорн называется карамелькорн. Да так сильно хотели исправить, что эта надпись аж лезет по бокам площади вывески, чего не было так сильно заметно в оригинале. В бургершоте есть позиция с припиской with cheese, хотя заметно, что в оригинале там должно было быть написано with cheese. One with cheese. А в Лас-Вентурасе было сложно определиться с тем, что было написано мелким текстом под логотипом Wing and Eat. Потому сошлись на дне и ночи.
Disgraceland теперь в своих услугах по бракосочетаниям предлагает цветы немного иначе, без одной буквы А. Знакомый нам из Лос-Сантоса Big S, Ликер и Дели теперь не Дели, а Dell. Такая себе скрытая реклама. А производитель пива Fleischberg раньше делал жизнь значимой, а теперь делает жизнь что-то про Луну. Лунной, что ли? Или делает жизнью что-то с Луной? В общем, неважно. Вот так весело теперь будет играть в игру с кучей опечаток и программных ошибок, о которых, наверное, разработчики переиздания и сами не догадываются. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного.